Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялту. Жаль, только жизнь одна. Было у меня их три б зарплат получал бы. Работа на это. Дураков любят. Здравствуйте. Все, кино не будет. Электричество кончилось. В СССР случаи эмиграции и даже побегов из страны были нередки. Не зря же многих артистов, музыкантов и художников в заграничные поездки вообще не пускали. Таланты были нужны родине. Тем, кто все-таки решался ее покинуть, правда, не мешали. Вот только назад уже не ждали. В этом видео я вам расскажу, кто из известных советских знаменитостей, уехав однажды, так и не вернулся в родные пенаты на постоянное место жительства. Одно время фильмы с Крамаровым крутили по всем каналам СССР, да что говорить, и сейчас ни один Новый год не обходится без «Джентльменов удачи» и «Иван Васильевич меняет профессию». А вот сразу после внезапного актерского успеха карьера Савелия резко пошла на спад. Предлагать роли режиссеры перестали практически в одночасье, сразу после того, как дядя знаменитости эмигрировал из СССР в Израиль, а всем вокруг стало известно, что сам актер занимается йогой и увлечен религиозными течениями, то есть тем, что в Союзе не шибко уважалось. Поняв, что работы на родине можно не ожидать, Крамаров написал письмо американскому президенту Рональду Рейгану. Зрители до сих пор смеются над героями моих фильмов, но лично мне самому сейчас не до смеха. Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. И хотя хлеб у нас с вами разный, и питаемся мы по-разному, но мы оба любим творчество и не можем жить без него. Поэтому помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Думаете, актеру не ответили? А зря. Его обращение даже зачитали в эфире «Голоса Америки». В 1981 году он эмигрировал за океан. Тут сумел достичь высот в кинематографе. Доказательства – купленный на гонорары от съемок дом в Калифорнии и членство в гильдии киноактеров США. Там же, в Сан-Франциско, Савелий умер в 60 лет от инсульта, вызванного осложнениями после химиотерапии. Жаль, только жизнь одна. Было у меня их три. Полгода актер боролся с раком сигмоидной кишки. Здравствуйте. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Галина Логинова, актриса, которую в наши дни больше знают как маму Милы Йовович, делала неплохую карьеру в СССР. Например, она снималась в известном фильме «Тени исчезают в полдень» и телепроекте «Много шума и ничего». Неизвестно, насколько бы популярной Галина стала в Союзе, если бы не вышла замуж за югослава Богдана Йововича. От него Логинова родила дочь Милу, а после все втроем уехали сначала в Лондон, потом в Сакраменто и далее в Лос-Анджелес. Там, конечно, советскую актрису не ждали, поэтому ставку Галина сделала на дочь. Во многом успех Милы – заслуга амбициозной мамы. Эрнест Неизвестный. У скульптора Неизвестного в СССР была общая для всех творческих людей проблема – следовать нужным руководству страны правилам как-то не хотелось, да и не получалось. С непониманием власть имущих Эрнест столкнулся еще в институте, а потом сам Хрущев нелестно отозвался о работе молодого художника. Это-то и стало последней каплей. В 1970-х скульптор уехал из страны. Сначала он несколько лет провел в Израиле, потом отправился в Швейцарию, оттуда в США, где работал много лет в Нью-Йорке, обустроил студию, преподавал в престижном Колумбийском университете. В 90-е Неизвестный все-таки вновь сдружился с Россией и стал советником Ельцина, а в 2000 году получил из рук Владимира Путина орден почета. Сергей Довлатов. Простые, едкие и смешные истории Довлатова поглощаются одна за другой, стоит только начать. В книгах писателя себя узнают почти все выходцы из Советского Союза. Ну а как иначе? Ведь он писал о себе и всем, что видел вокруг. Зная, что свободно выражать мысли на родине не выйдет, Довлатов разработал четкий план эмиграции. Сначала отправил в США жену и дочь, сам поехал в Вену, а оттуда махнул за океан, где семья воссоединилась. В итоге надежды писателя оправдались. Печатать его начали даже американские журналы. В родном СССР тиражи с каждым годом только увеличивались. А вокруг чужие люди, а кругом чужой народ.
Вилли Токарев – советский и российский артист эстрады, звезда русской эмиграции, автор популярных песен в жанре шансон. Исполнитель оказался одним из первых, кто активно продвигал на Западе, а позднее и на российской сцене это музыкальное направление. Поклонников певец увлек не только яркими хитами, но и удивительным обаянием, улыбкой, позитивным настроением, позволившим знаменитости долгие годы находиться в прекрасной форме. По причине невозможности творить в СССР, Токарев в 40 лет решил в корне изменить жизнь и эмигрировал в США. Как вспоминал позднее артист в интервью, на момент переезда в Америку у него было только $5 в кармане. На первое время исполнитель согласился приютить Толстовский фонд, который возглавляла наследница Льва Николаевича Александра Львовна, а через месяц Вилли оказался предоставлен сам себе, работал курьером, уборщиком. При этом музыкант не переставал мечтать о славе, но для достижения этой цели пришлось долго и упорно трудиться. Советскому артисту предстояло много учиться с нуля, прежде всего английскому, без которого невозможно было устроиться на хорошо оплачиваемую работу. Позднее, начав свободнее общаться на новом языке, Токарев окончил медицинские курсы и попал в частную клинику в качестве медбрата, а после попробовал таксовать. В свободное от работы время артист создавал новые песни, описывал в них реалии новой жизни. На деньги, заработанные за несколько лет, $25 тысяч, Вилли удалось записать первый альбом, а жизнь, она всегда прекрасна. Пластинка не пользовалась большой популярностью, но музыкант не отчаивался, копил на следующий диск. Через 2 года вышел сборник «В шумном балагане», который принес исполнителю успех среди русскоязычного населения Нью-Йорка и Майами. Колоритного, небольшого ростом певца с необычным именем и выдающимися усами начали приглашать для работы в русские рестораны Садко, Приморский и Одесса. В 80-е годы Вилли Токарев под собственным лейблом One Man Band записал более 20 сольных дисков. По популярности исполнитель конкурировал с такими артистами эмиграции, как Любовь Успенская и Михаил Шафутинский. Вилен Иванович скончался 4 августа 2019 года на 85-м году жизни. Об этом прессе сообщил сын исполнителя Антон. По данным СМИ, незадолго до ухода певец обращался в Московский онкологический центр. 2 июля 2019 года Токарева госпитализировали. Родственники не стали раскрывать причину смерти исполнителя, хотя позднее в некоторых источниках появилась информация, что музыкант был неизлечимо болен. Это был рак. Могила знаменитости находится на Калитниковском кладбище. До свидания, до свидания, до свидания. Михаил Барышников. С его именем связана, пожалуй, самая громкая история побега из Союза. Тогда это был не просто отъезд, а буквально провокация для КГБ. Дело было так. 26-летний Барышников в составе труппы Мариинского театра отправился на гастроли в Канаду, где встретился с давним другом Александром Минцем. Тот передал ему приглашение присоединиться к Американскому театру балета и помог убежать в США, конечно. Там Михаил сначала был рядовым артистом, потом стал руководителем, подружился с Иосифом Бродским в Нью-Йорке, открыл с ним до сих пор работающий ресторан «Русский самовар», снялся в главном сериале 90-х «Секс в большом городе» и открыл свой культурный центр. Короче, стал звездой и остается ею до сих пор. В Россию и другие страны СНГ, ранее входящие в состав СССР, Барышников так ни разу и не приехал. Иосиф Бродский, партнер Барышникова по ресторанному бизнесу, уехал из СССР не по собственной воле. Поэта вежливо попросили. Власти поставили Иосифу ультиматум – эмиграция или допросы и суды. После отъезда поэта советская власть не разрешала Бродскому приехать назад для встречи с родителями, а родителям, соответственно, выехать из страны. Такая разлука с семьей стала для Бродского трагедией, с которой он не смог справиться до конца своих дней. В Штатах он, как и многие интеллектуальные эмигранты, пытался заново строить свою жизнь. Занимался преподаванием, переводами и творчеством, но в отличие от большинства советских невозвращенцев, связи с родиной не обрывал и иногда даже соглашался на интервью с русскоязычными журналистами. Он идет. Спасибо. Я счастлив вернуться к вам. Надеюсь, вы испытываете те же чувства. Александр Годунов, товарищ Михаила Барышникова по Парижскому хореографическому училищу, отправился вслед за ним в США, но через 5 лет, поскольку был невыездным. И пока все артисты Большого театра катались в командировке, Годунов танцевал только на московской сцене, зато в главных партиях лучших балетов «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Спартаке»,
Анне Карениной, Жизели и Иване Грозном. Почти везде в дуэте с Майей Плисецкой. О желании Александра обрести свободу знали все. Мечта сбылась в 1979 году, когда Годунова отпустили на гастроли в США. Одним ранним утром артист вышел из гостиницы и проследовал на тайную квартиру, где его ждал Иосиф Бродский, не сообщив о своих планах даже жене Любови Власовой. На пару с Еленой Чернышовой, главным балетмейстером Американского театра балета, они тщательно спланировали исчезновение Годунова. Любовь так и не решилась покинуть родину и улетела вслед за мужем. Развод им дали через 3 года. Американская карьера Годунова сложилась не так удачно, как могла бы. Сначала танцора полгода не выпускали на сцену, из-за чего он начал пить и терять форму. Потом он толком не смог самореализоваться в театре и очень из-за этого переживал. Правда, его красоту сразу оценили многие влиятельные дамы того времени, в частности Жаклин Кеннеди. В итоге Александр основал свою труппу и начал успешно гастролировать по миру. В одной из таких поездок он познакомился с Жаклин Бессет и начал все чаще появляться в кино. Среди голливудских режиссеров русская внешность атлета была на расхват. Смерть Годунова была внезапной. В Лос-Анджелесе на его мемориале написана фраза «Его будущее осталось в прошлом». Все так. Рудольф Нуреев. Нуреев стал первым невозвращенцем среди советских артистов балета. В 1961 году он поехал на гастроли вместе с труппой Мариинского театра в Париж. Во французской столице Нуреев вел себя довольно раскованно, что, конечно, не соответствовало образу советского человека. Вместо продолжения гастролей в Лондоне его решили вернуть обратно в СССР, где артисту сразу грозила тюрьма. Однако во французском аэропорту Нуреев чудом смог вырваться из рук агентов КГБ и бросился к французской полиции. Местные власти отказали Нурееву в политическом убежище, поэтому он переехал в Данию, а в дальнейшем получил гражданство Австрии. Во всех странах артист балета продолжал активно работать. Был премьером венской труппы, директором труппы Парижской оперы, а последние годы дирижером Венского оркестра. В Россию Нуреев приезжал дважды. Первый раз проститься с умирающей матерью, а второй раз уже в качестве дирижера. Олег Попов. Несмотря на всемирную известность, к началу 90-х годов советский клоун Олег Попов оказался на грани нищеты. Все его накопления сгорели в результате денежной реформы, а государственная пенсия народному артисту СССР полагалась крайне крошечная. В 61 год Попов эмигрировал в Германию, взял псевдоним «Счастливый Ганс» и на протяжении 24 лет гастролировал по Европе, не думая возвращаться на родину, но при этом менять гражданство тоже не хотел. Только в 2015 году, за год до своей смерти, Попов вновь приехал с выступлением в Россию. Олег Видов. У Олега Видова была блестящая кинокарьера в СССР, но в начале 80-х она чуть было не закончилась, когда актер решил развестись со своей женой Натальей Федотовой, дочерью генерала КГБ и близкой подругой Галины Брежневой. Наталья не только запретила Видову общаться с сыном, но и всячески мешала ему получать роли в советских фильмах. Чтобы наладить жизнь, актер решился покинуть СССР и в 1983 году на автомобиле нелегально пересек границу Югославии с Австрией, где получил право проживания на год. Из Австрии Видов уехал в Италию и в Риме познакомился со своей будущей женой, американской журналисткой Джоан Борстин. Вскоре пара перебралась в США, где актер и прожил до конца своей жизни, снимаясь в кино и занимаясь собственным бизнесом. Вместе с Джоан он основал компанию, которая имела права на распространение за пределами бывшего СССР работ студии «Союзмультфильм».